Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня приглашаю вас к вязанию вот таких симпатичных туфелек. И я думаю, что вам понравится это изделие не только простотой вязания, но и тем, что оно очень симпатичное. Можно носить и летом, и осенью, весной. Поэтому давайте будем приступать. Все материалы на этом канале для вас абсолютно бесплатны. Поэтому буду благодарна, если поставите лайк, подпишитесь на канал и напишите пару слов в комментариях, а также поделитесь этим видео со своими друзьями. Это поможет развитию моего канала. Ну, начинаем. Для начала я беру подошву. Я подобрала вот такую, потому что туфельки такие немножко, они как бы такие массивные получаются. И подошвочку к ним вот такую. 35 размер буду вязать. Пряжа у меня Melissa Cool. Это одна из моих самых любимых пряж. На 80 грамм 220 метров, и крючок рекомендуется 2,5-3,5, я беру 2,5. И начинаем с подготовки подошвы. Подошву по всей окружности прокалываю отверстия на расстоянии полсантиметра друг от друга. По всей окружности провязываю в каждое отверстие по 2 столбика без накида. Так как подошва белая, обвязку делаю белой нитью. Обвязывать можно либо хлопчатобумажной нитью крепкой, либо капроновой нитью. Это смотрите, как у вас, в общем-то, что есть в наличии. Стелечку сразу вкладываю плотную, такую она у меня толстая довольно и мягкая в меру. При необходимости ее можно будет слегка 2 каплями клея проклеить, чтобы она не двигалась. Ну вот на таких изделиях она в принципе не двигается, потом снимается, хорошо стирается. Первый установочный ряд начинаю вот отсюда, где-то вот где у нас пальчики заканчиваются, чуть вот тут впереди. И начинаю обвязывать уже основной нитью. Первый ряд идет у нас столбики без накидов, каждую петлю обвязки. По кругу не до конца будем обвязывать, а я покажу, где мы закончим на пяточке. Вот огибаем пятку и останавливаемся здесь. И здесь мы сейчас петлю поставим на маркер, а нить вернем на другую сторону пятки. То есть надо будет отмерить как бы вот так ровно, чтобы параллельно были эти петли. Ну, промерить можно просто нитью. И начинаем опять вязать ряд уже с другой стороны пятки. Вот так находим петельку параллельную и отсюда начинаем ряд. Нить, которую мы протягиваем от маркера, придерживаем и ввязываем ее в вязание. Надо постараться так натянуть эту нить, чтобы она не была сильно слабая и чтобы она не была сильно натянутая, чтобы не стягивала пятку. Вяжем здесь столбики без накида и забираем их от петли, от белых петель, то есть на ряд ниже. Не с розового ряда, а с белого вот отсюда. И вяжем столбики без накида по всему до маркера ряду. У нас получается как бы длинные такие столбики. Не короткие, как обычно, а удлиненные.
Продолжаем ряд, вяжем до конца, до маркера. Доходим до маркера, провязываем последние петли, и вот самый последний столбик вяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Снимаем петлю с маркера на крючок и вместе с этой петлей провязываем последний столбик. А теперь провязываем еще 3 дополнительных столбика без накида. Эту последнюю петлю снимаем снова на маркер и протягиваем нить в начало ряда на пяточке. Теперь с этой стороны от первой петли отступаем вперед 3 петли и в третью петлю начинаем вязать столбики без накида весь ряд до маркера. В конце ряда также провязываем все петли столбики без накида. Последнюю вяжем столбик без накида вместе с петлей, которая у нас на маркере. Теперь плюс 3 дополнительных столбика без накида. Петлю снова переставляем на маркер, возвращаем нить в начало ряда с другой стороны пятки. Также точно отсчитываем вперед 3 петли, в третью начинаем вязать и вяжем по рисунку длинные и короткие столбики. Длинный столбик вяжем из петли предыдущего ряда, короткий вяжем из петли предыдущего ряда, извините, а длинный вяжем из петли на ряд ниже. Чередуем их по очереди. Сейчас будет лучше видно, когда провяжу немножко дальше, и я покажу вам поближе. Вот вводим крючок в петлю предыдущего ряда, вяжем столбик без накида,
Затем опускаемся на ряд ниже, вводим крючок на ряд ниже и тоже вяжем столбик без накида. Таким образом их чередуем по очереди, длинные и короткие столбики. Длинный, короткий, длинный, короткий. Ряд заканчиваем также. Последний столбик провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Затем провязываем 3 дополнительных столбика без накида и последнюю петлю переставляем на маркер. Дальше будем добавлять также по 3 петли с каждой стороны, по 3 столбика, и продолжать вязать. Вот хорошо видно, как у нас чередуются длинные и короткие столбики. И дальше мы будем вязать точно так же, только в шахматном порядке. Где длинные были столбики, будут короткие над ними. Где были короткие, над ними будут длинные столбики. Сейчас еще один рядок покажу. Отступаем вперед 3 петли, начиная с 3. Начинаем ряд, вяжем длинные короткие столбики, чередуем. Когда будете вязать, вам будет очень хорошо видно, вот где длинный столбик, над ним вяжем короткий столбик. А где был короткий, там вяжем длинный. И у нас получается в результате между двумя длинными столбиками получается один длинный, а над самими длинными 2 коротких. И чередуем, продолжаем в шахматном порядке, вяжем. В результате, прибавляя по 3 петельки, мы доходим вот сюда, где у нас ряд начинался, то есть в начало ряда. И здесь мы уже начинаем вязать по кругу. И продолжаем мы вязание просто столбиками без накида по переду. Мы по переду рисунок вязать не будем.
Здесь доходим с этой стороны до боковой части, где у нас рисунок начинается, и переходим на вязание рисунком. Там, где у нас были длинные, над длинными вяжем короткие, над короткими длинные столбики. Продолжаем вязать и вяжем по кругу вот таких еще 4 ряда. Всего у нас будет 5 таких рядов столбиками без накида, а по боковым и задней части вяжем по рисунку. Последний 5-й ряд довязываем и заканчиваем его там, где у нас начинался ряд. Вы помните, да, вот мы посчитаем просто, где у нас 5 рядов, где 4, и вот последние петли эти и будут. Заканчиваем соединительным столбиком и нить завяжем в узелок здесь. Вот у нас при переходе здесь на рисунок получаются такие скосы ровненькие. Мы все время начинаем ряд с длинного столбика, получается, и вяжем короткими перед. С обоих сторон такой рисунок. Теперь вот таким образом завяжем узел, пропустим просто моток пряжи через вот эту петлю, затянем и будем вязать уже перед. Находим центральную петлю впереди и от центральной петли вправо отсчитываем 5 петель, в шестую начинаем вязать. Вяжем этой же нитью первый столбик без накида. Теперь делаем накид, пропускаем одну петлю и во вторую 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Теперь снова пропускаем петлю, в следующую 2 столбика с одним накидом. Пропускаем петлю, во вторую 2 столбика с одним накидом. Получилось у нас уже 3 пары. Пропускаем петлю, во вторую 2 столбика с одним накидом. И последний раз пропускаем петлю и во вторую 2 столбика с одним накидом. У нас должно получиться 5 пар по 2 столбика с одним накидом, между ними по одной пропущенной петле.
конце ряда пропускаем петлю и вяжем столбик без накида. Последнюю петлю, которая у нас на крючке, переносим на маркер. Нить возвращаем в начало ряда. Вязать будем только по лицевой стороне. В начале ряда отступаем вперед 2 петли, одну пропускаем, во вторую начинаем вязать столбик без накида. Делаем накид, и вот сюда, вот в это первое как бы отверстие перед столбиками вяжем 2 столбика с одним накидом. Затем 2 столбика пропускаем, между вот этими парами снова 2 столбика с одним накидом. Следующие 2 столбика с накидом опять между двумя парами столбиков и до конца ряда. В конце ряда здесь провязываем 1 столбик с одним накидом, последний вот здесь. И затем берем, как бы начинаем вязать столбик с одним накидом и забираем петлю с маркера и провязываем второй столбик с одним накидом вместе с петлей на маркере. И теперь одну петлю пропускаем и столбик без накида. Последнюю петлю переносим на маркер, нить возвращаем в начало ряда. Третий и все последующие ряды будем продолжать также. Отступаем вперед 2 петли, начинаем во вторую петлю вязать столбик без накида и затем между каждыми парами по 2 столбика с одним накидом. Еще один ряд показываю, а дальше, я думаю, вы уже сами сможете. Вот так продолжаем по 2 столбика вязать между каждыми вот этими парами до конца. Последнее вяжем столбик с одним накидом, а второй столбик с одним накидом вместе с петлей, которая у нас на маркере. Затем снова пропускаем петлю и столбик без накида.
Последнюю петлю забираем на маркер, нить возвращаем в начало ряда и дальше продолжаем вязать точно так же, как мы вязали предыдущие 2 ряда. Идем, отступаем вперед на 2 петли, начинаем со второй, вяжем парами между парами столбиков и в конце точно так же пропускаем 1 петлю и провязываем столбик без накида. Теперь еще покажу один нюанс. Если высокий подъем у ноги, то можно продолжать точно так же вязать до необходимой высоты. Если подъем не очень высокий, то мы здесь начинаем немножко зауживать, не даем расширяться. Здесь мы в первую арку вяжем не 2 столбика с одним накидом, а 1 столбик с одним накидом. Дальше пропускаем 2 столбика и в следующую арку вяжем тоже 1 столбик с одним накидом. Затем весь ряд, как обычно, по 2 столбика с одним накидом в каждую арочку между столбиками. В конце ряда делаем то же самое, что в начале. 1 столбик с одним накидом и последняя, вот там, где у нас на маркере петля, тоже там будет 1 столбик вместе с петлей, которая у нас на маркере. Затем следующий ряд, вот здесь, где у нас 1 столбик, делаем из них пару, между ними вяжем столбики. И следующий ряд мы можем опять сделать также по 1 столбику и потом через ряд 2 столбика. То есть вот таким образом мы не даем дальше расширяться. Потом снова вяжем по 2 столбика до верха. Вот у нас 1 столбик, мы с одной стороны столбик, с другой стороны столбик и делаем из него пару. И точно так с той стороны. Следующий ряд, там будет у нас 2 столбика, мы снова делаем 1 столбик и возле него тоже потом по столбику и объединяем их в пару. Вот мы закончили верх. Теперь у нас получается, мы приступаем к обвязке. Вот сейчас просчитываю ряды. У нас получилось тут 18 рядов провязанных. Вот всего 18 рядов, этого достаточно. Теперь еще вверх. Вот здесь начинаем с угла и сделаем такой как бы язычок. Будем вязать в каждую петельку столбик с одним накидом. Уже не по парам, а в каждую петельку предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом от уголочка. Первую начинаем 3 воздушные петли подъема и дальше в каждую петлю столбик с одним накидом.
Доходим до конца ряда. И последний столбик с одним накидом провяжем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Это будет последний столбик. Очень туго затянула петлю на маркере, поэтому пришлось снять и поймать эту петлю вот таким образом. Провязываем последний столбик и затем эту петлю переносим на маркер и начинаем следующий ряд. Ряд начинаем вот с этой первой петли, не из угла, а вот уже первая петля у нас где была. И вяжем также 3 воздушные петли подъема и затем в каждую петлю столбик с одним накидом. В конце ряда точно так же последний столбик с одним накидом провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере, и переставляем петлю на маркер. Теперь еще один последний ряд, но начинаем мы его вязать не вот сверху, а отсюда сбоку. И по боковой части вяжем столбики без накида, а по верхней столбики с одним накидом. В конце ряда провязываем столбик с одним накидом вместе с петлей, которая была на маркере, и заканчиваем по боковой части столбиками без накида, доходим до угла.
В углу фиксируем здесь соединительным столбиком. Дальше переходим на боковую часть и делаем обвязку верха. Обвязку буду делать полустолбиками с накидом на изнанку, то есть я забираю накид не как обычно сверху, а снизу на крючок и затем провязываю полустолбик. В каждую петлю провязываю такой полустолбик. Получается плотная, красивая обвязка. Довязываем до угла переда. Вот обвязочку закончили. Вот она очень такая плотная получается, не дает растягиваться вверху. Очень хорошо пятку вывязали. И теперь я хочу по переду сделать такой рант для красоты. Просто обвяжу его столбиками без накида. Вот здесь по краю. В каждую петельку провязываю столбик без накида. Иду вот здесь с краю по бортику. Если вы не хотите обвязывать, вот делать такую обвязку на туфельке, то можете без нее просто оставить, и так будет тоже очень хорошо. Но мне вот хочется к этой модели именно, потому что я еще буду делать наверху такие шлевки две, и оно будет очень хорошо сочетаться. Вот такой получается как бы кант, и я его провязываю по всей окружности переда до той стороны, до боковой части с другой стороны. Теперь кант у нас готов, и надо будет провязать еще вверху вот такое украшение. Две таких встречных шлевочки будут, и мы ее вяжем вот таким образом. У меня несколько вот было их разных. Я выбрала вот именно такая, мне понравилась. Я буду такие пришивать. Как вяжем? Вот прямо сверху по канту набираем 5 петель здесь сбоку и вяжем полосу из 5 петель до нужной ширины, в зависимости от того, какое у вас будет украшение. И затем, когда на загибе будет у нас загибаться вовнутрь, чтобы привязать, там я продолжаю 3 петли вязать уже шириной и заканчиваю. Вот такая будет одна. Затем делаю обвязочку столбиками без накида по всей площади. И сейчас покажу с другой стороны. Вот отступаю 2 петли. Вот так будет правильно, вот в эту петлю. И начинаем вязать. Набираю 5 петель, 5 столбиков без накида.
Теперь разворачиваюсь и вяжу эти же 5 столбиков без накида с изнаночной стороны. Начинаю с самой первой петельки, которая прямо вот у крючка. Не пропускаем ни одну, должно быть 5 петель в одну сторону, 5 в другую. Последнюю петлю тоже очень важно провязать, пятую. Она тут у нас будет все время такая затянутая слегка. Но берем 2 ниточки и провязываем последнюю пятую петлю. Переворачиваем снова по лицевой стороне 5 петель. Все время начинаем с первой петли и обязательно провязываем последнюю петельку. Вяжем необходимой длины в зависимости от того, какое у нас будет украшение. Когда доходим вот навстречу здесь до нужной длины, дальше начинаем вязать уже по 3 петельки. Начинаем со второй петли и заканчиваем предпоследней, для того, чтобы нам сделать загиб. И затем обвязываем столбиками без накида эту шлевочку. Затем пришиваем концы нитей, прячем, и все. Наше изделие готово. Я считаю, что получилось очень и очень даже симпатично. Мне очень нравится. Напишите, пожалуйста, как вам понравилось или нет. И обязательно, друзья, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и оставить в комментариях хотя бы пару слов. Я буду очень вам благодарна. Поделитесь этим видео со своими друзьями, если можете. Хороших вам петелек ровненьких и до новых встреч!